Современный мир предлагает невероятное изобилие различных продуктов на любой вкус и кошелек. Но что если мы вам скажем, что любимые шоколадки, газировка и даже совсем безобидные овощи и ягоды могут оказаться под запретом в определенных странах? И основания будут вполне себе веские, просто мы многого не знаем о том, что едим. Например, в конце мы расскажем про розовую слизь, которая даже звучит мерзко, но мы постоянно с ней сталкиваемся во многих повседневных продуктах. Непастеризованное молоко. Безусловно, непастеризованное молоко обладает более насыщенным вкусом и питательными свойствами, чем его термически обработанный аналог. Тем не менее, власти нескольких стран, включая Канаду, Шотландию, Австралию и 20 американских штатов, решили приоритизировать здоровье своих граждан и приняли решение запретить продажу непастеризованного молока и продуктов, изготовленных из него. Основания вполне логичны. Власти опасаются распространения болезней, таких как листериоз, сальмонеллез и инфекции кишечной палочки. Ведь даже многоуровневый контроль не гарантирует, что на полке супермаркета окажется абсолютно безвредный продукт. Но поверьте, молоко – это не самый неожиданный продукт, который окажется в нашем сегодняшнем списке запретов. Киндеры. Любимое многими детьми киндер-яйцо с игрушкой внутри не продается в Соединенных Штатах. Это связано с правилами, установленными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Фактически, закон запрещает продажу любых продуктов питания, содержащих непищевые предметы внутри, включая игрушки, вложенные в кондитерские изделия. Это правило распространяется на пластиковую капсулу внутри киндер-сюрприза, которую можно извлечь только после употребления шоколадных слоев. Однако бизнес всегда находит альтернативные решения. Американцы могут приобретать Kinder Joy. Этот продукт напоминает киндер-сюрприз, но, что важно, он не является шоколадным яйцом. В одной половине находятся вафельные кусочки, погруженные в белый шоколад, в то время как игрушка или фигурка хранятся в другой половине вкусного комплекта, далеко от съедобной части продукта. Запрет обусловлен тем, что дети могут хватать любимое лакомство без раздумий и кусать, несмотря на инородное тело внутри шоколада. Есть риск повредить ротовую полость или вообще проглотить игрушку. Были даже летальные случаи. Акульи плавники. Суп из акульих плавников и другие блюда стали особенно популярными в странах Юго-Восточной Азии, но этот спрос привел к катастрофическому уменьшению популяции некоторых видов акул и скатов. Год за годом по всему миру ловят около 40-70 миллионов акульих особей, что вызвало серьезное уменьшение численности пилорылых скатов и обыкновенных песчаных акул. Общественность начала беспокоиться, и по всему миру набирает популярность движение, ставящее целью запретить продажу и употребление блюд из акульих плавников. Например, в Шотландии, Великобритании и даже на Гавайских островах, где ранее активно истребляли акул, стали запрещены эти продукты. Интересно, что ценность представляют исключительно плавники, стоимость которых может достигать $20 тысяч за килограмм. При этом остаток туши просто выбрасывается в океан, и ужасно то, что акула иногда остается живой, но без возможности всплыть, подвергаясь медленной и мучительной смерти из-за недостатка кислорода. Она также становится жертвой других хищников. В некоторых странах действует закон, который требует выносить тушу в порт, гарантируя смерть рыбе. Жвачка. Каждое ограничение имеет свои корни и решает конкретную проблему. Вот, например, в Сингапуре запрет на жевательную резинку был введен из-за эксцессов, возникших после запуска метро. Некоторые неответственные граждане стали приклеивать жвачку на различных поверхностях, таких как сиденья, поручни и стены. Это привело к серьезным проблемам, включая частые поломки, вызванные приклеиванием липких продуктов к датчикам дверей. Для того, чтобы сэкономить средства на ремонте автоматики и очистке общественных мест, было принято решение запретить продажу жевательной резинки, а нарушителей этого правила нещадно штрафовать. Есть еще и медицинская составляющая. Из-за достаточно влажного и жаркого климата
плевки и остатки жвачки способствуют распространению инфекций, становясь настоящими инкубаторами для бактерий и микроорганизмов. M&M's. В Швеции был запрещен логотип M&M's из-за его схожести с эмблемой более популярного шведского шоколада Mondelez, который известен нам по Toblerone и Milka. Ограничения обусловлены желанием властей поддержать собственного производителя и убрать конкурента с рынка. Конечно, никто не будет у вас изымать продукцию M&M's по прибытию в страну, но купить в магазинах вы ее не сможете. Разве что какие-нибудь аналоги. Злаковые батончики. В Дании злаковые батончики, которые часто считаются здоровой закуской, были запрещены. Минздрав Дании выразил опасения относительно вредных последствий для здоровья при употреблении злаковых батончиков. Считается, что они могут способствовать развитию заболеваний печени и почек. Поэтому Дания решила ввести не просто запрет на продажу, но и рекламу таких продуктов. Мак. А сейчас мы расскажем про Мак. И нет, в данном контексте это не сокращение от Макдональдс. Он вполне себе успешно работает в Грузии. Однако именно зерна мака, даже в виде ингредиента для кондитерских изделий, оказались тут под запретом. В 2003 году в Тбилиси был случай, когда мак, представленный как кондитерский ингредиент, оказался содержащим высокое количество опиума. В результате этого инцидента в Грузии был принят закон, полностью запрещающий использование зерен мака в любых целях, включая кондитерские изделия. Так что если вы находитесь в Тбилиси и мечтаете о булочке с маком, вам придется рассмотреть альтернативные варианты. Например, заказать хинкали. Подобный запрет существует в ОАЭ и Сингапуре по схожей причине. Мясо. Мясо тоже оказалось под запретом. Правда, не все. В Европейском Союзе и Канаде запрещено использование определенных видов гормонов для ускорения роста животных и увеличения их продуктивности. Эти гормоны, такие как ростовые промоторы, были признаны опасными для здоровья и подозреваются в связи с возникновением рака. Это привело к введению запретов на продажу и использование такого мяса в пищевой промышленности. Всю продукцию тщательно анализируют в лаборатории, прежде чем допускать на прилавок. Гусеницы и черви. В Мексике запрещено употребление гусениц и червей, которые являются традиционными ингредиентами в местной кухне. Основной причиной этого запрета является беспокойство о безопасности потребления данных продуктов, так как они могут быть источником паразитарных инфекций и заболеваний, а контроля в этой сфере нет никакого. Запреты в Боливии. В данной стране, где доминирует ислам, а христианские символы вообще запрещены, возникла непонятная ассоциация с азиатским блюдом – самсой, которая имеет форму треугольника. Эта форма каким-то образом напомнила правительству о Святой Троице, и в результате самсу включили в список запрещенных блюд. Сюда же можно отнести ограничения в фастфуде. Например, власти страны недолюбливают американские бургеры, поэтому все связанное с ними, а в особенности Макдональдс, просто запрещены. Фуагра. Фуагра – деликатес, изготавливаемый из печени гуся или утки. Причем Франция является ведущей страной-производителем этого продукта. Во многих ресторанах страны можно заказать разнообразные блюда с фуагра, начиная от эскалопов и заканчивая тунцом с инжиром. Однако в этом случае есть своя особенность. Перед тем, как убить птицу, ее вынуждают питаться зерном в течение 3 недель. При этом количество корма в 10 раз превышает обычную норму. Это делается для того, чтобы печень птицы значительно увеличилась и стала пригодной для использования в кулинарии. Подобное обращение с животными вызвало протест со стороны зоозащитных организаций, что привело к запрету производства фуагра в некоторых странах, включая Соединенные Штаты. Многие известные личности, включая Кейт Уинслет и Роджера Мура, а также ученых и врачей, присоединились к этому протесту и призывают поваров и обычных граждан отказаться от употребления фуагра. Но меню ведущих французских ресторанов никак не изменилось. Запрет на охлажденные напитки. В жаркое лето в Индиане у тебя может возникнуть проблема с охлаждением. По закону штата продавать холодную воду нельзя, только теплую. Зачем такой странный запрет? Это связано с попыткой урегулировать проблему бездомных.
На улицах города появились нищие, просящие денег у прохожих в обмен на охлажденные напитки. Власти решили, что запрет на продажу холодной воды может помочь уменьшить количество бездомных на улицах города. Таким образом, запрет имеет социальный характер и, несмотря на свою странность, вполне обоснованные причины. Рубить надо с плеча. Абсент. История приготовления абсента уходит корнями в давние века. Согласно одной из версий, этот напиток был создан в конце XVIII века как медицинское средство, а его производство для алкогольного потребления началось несколько позднее. Начало XIX века стало эпохой абсента, когда этим напитком увлеклись художники, писатели и другие представители интеллигенции. Даже военным рекомендовали пить его для профилактики инфекций и использовать для дезинфекции воды. Основной ингредиент абсента – горькая полынь, которая содержит токсичное вещество под названием туйон. Именно туйон в сочетании с высокой крепостью абсента вызывает ярко выраженное возбуждающее действие и может привести к нежелательным последствиям, включая немотивированную агрессию и галлюцинации. В начале 21 века ряд стран, включая Францию, Швейцарию, США, Бельгию, Италию и Германию, запретили производство и продажу абсента. Современный абсент на рынке сильно отличается от того, что ранее приводило парижан в экстаз. Сейчас строго контролируется содержание туйона, и напиток обычно употребляется разбавленным водой или сахарным сиропом, а не в чистом виде. Стабилизатор Е443. Стабилизатор Е443 – это бромированное растительное масло, которое часто используется для изготовления ароматизированных напитков и энергетиков. Однако это вещество изначально создавалось для борьбы с огнем, а не пищевой промышленности. Бромированные соединения могут накапливаться в организме и оказывать вредное воздействие на здоровье. Поэтому многие европейские страны решили запретить использование стабилизатора Е443 в продуктах, чтобы защитить своих граждан. Кетчуп. Франция – страна, известная своей высокой кухней и строгими правилами в пищевой индустрии. В некоторых французских школах детям запрещено подавать картофелю фри кетчуп, так как это рассматривается как нарушение правил правильного питания и культуры еды, прививая дурной вкус с ранних лет. Клыкач. Мясо клыкача, известное как морской деликатес, стало довольно редким и дорогим продуктом, цена на который может достигать сотен долларов за килограмм. В нескольких странах вылов антарктического и патагонского клыкачей запрещен или строго регулируется согласно Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики. Мясо клыкача характеризуется вкусной и необычной текстурой, с многослойной хлопьевидной структурой и богатым содержанием жира. Существует даже миф, что в России мясо клыкача продают под названием «масляная рыба». Рецепты приготовления этого продукта многообразны. Его можно использовать для приготовления наваристой и ароматной ухи, запекать с овощами или использовать в качестве начинки для блинов и пирогов. Но не только клыкач попал под запреты. Домашний лосось. Во многих странах при производстве домашнего лосося часто добавляют астаксантин – химическое вещество, которое придает розовый цвет мясу рыбы. Астаксантин является безопасным для человека, но его использование вызывает опасения по поводу экологических последствий. Вещество попадает в окружающую среду, когда лососевые фермы сливают воду и тем самым воздействуют на природу, а особенно на дикого лосося, который есть на воле. Из-за этого экологического влияния Новая Зеландия и Австралия решили запретить использование астаксантина в производстве домашнего лосося. Сассафрас. В далекие времена все части этого дерева с множеством листьев и цветов, а также корней и плодов, активно использовались жителями Америки и Азии в кулинарии. Оно было ценно из-за своего устойчивого и невероятного интенсивного аромата. Сассафрас добавляли в чай, создавали соусы, супы, а его высушенную труху использовали как приправу для усиления вкуса и аромата различных блюд. Местные жители также замечали, что рядом с сассафрасом не росли другие растения и даже насекомые, включая кровососущих, которые предпочитали не приближаться к нему. Этот эффект был обусловлен наличием особого вещества, называемого сафрол. Оно было классифицировано
как токсичное и способное оказать на организм наркотическое воздействие. В результате этой оценки в некоторых странах прекратили производство эфирного масла сассафраса или ввели строгие ограничения на его использование и продажу, как и в США. Черное мороженое. Черное мороженое, окрашенное активированным углем, запрещено в Нью-Йорке. Почему такой запрет был введен? Американские власти выразили опасения по поводу влияния активированного угля на пищеварительную систему. Хотя активированный уголь используется в медицинской практике для лечения отравлений и других проблем с ЖКТ, но его воздействие на здоровье при употреблении в пищу остается малоизученным. Поэтому решили не рисковать. Ортолан. В течение многих веков маленькая певчая птичка, известная как садовая овсянка и по размерам напоминающая воробья, подвергалась жестокому обращению в процессе приготовления особого деликатеса для французской знати. Пойманных ортоланов либо заключали в маленькие темные клетки, либо мучительно выкалывали им глаза. Это делалось с целью лишить птичку зрения, что стимулировало ее аппетит, ведь в полной темноте она ела намного больше корма, чем в обычных условиях. Садовых овсянок кормили до тех пор, пока они не увеличивали свой вес в 4 раза по сравнению с обычным. После этого птицу замачивали в бренди и жарили целиком. Вкусно, но жестоко. В настоящее время садовая овсянка или ортолан находится под серьезной угрозой исчезновения, и охота на нее была запрещена во Франции. Несмотря на этот запрет, браконьеры продолжают убивать примерно 50 тысяч этих птиц ежегодно, что дополнительно усиливает угрозу их вымирания. Розовая слизь. Паста с таким малопривлекательным названием изготавливается из мясных остатков. В прошлом ее считали скорее подходящей для кормления собак. Для придания пасте мясного розового цвета ее вымачивают в аммиаке. Сейчас она активно используется при производстве колбасы и сосисок, даже не самой низкой ценовой категории. В составе никто не пишет неприятное название, но зато можно увидеть мясо механической обвалки, что в большинстве случаев равнозначно. Розовая слизь до сих пор остается ключевым компонентом гамбургеров и хот-догов в США. Однако в Европейском Союзе этот продукт запрещен для человеческого потребления. Как можно понять, некоторые продукты запрещены вполне логично, но далеко не все страны так рьяно следят за здоровьем своего населения. Хотя, с другой стороны, мы сами должны контролировать свое питание, не перекладывая ответственность на других. Спасибо за просмотр.